Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 16 ноября. Обращаем ваше внимание, что сегодня прибыльный, такой самодостаточный и денежный день. Поэтому обязательно сегодня не забудьте сказать эти волшебные и сильные слова по своей энергетике. Они помогут привлечь мыслимые и немыслимые блага в вашу жизнь. Давайте вместе с вами разбираться, а что же этот день несет нам в нашу жизнь. Итак, друзья, сегодня с вами 16 ноября, сегодня день недели, четверг. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами третий и четвертый лунные сутки, если правильнее сказать. Растущая луна в знаке зодиака Стрелец до 10 часов 41 минуты. Далее переход в знак зодиака Козерог. Что же этот день, друзья, несет нам? Дело в том, что сегодня люди будут стараться свои какие-то проблемы, неприятности переводить, сбрасывать на других людей. Обращаем на это ваше внимание. Это связано с тем, что люди не хотят брать ответственность на себя и думают о том же, как же можно схитрить и как же побыстрее, полегче решить тот или иной вопрос. Поэтому, если в вашей жизни появляются такие люди, обращаем ваше внимание, они будут появляться, это может быть и на работе, это может быть дома. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, вы должны помнить свои обязанности и ни в коем случае не брать на себя чужую ответственность. Почему? Потому что в ближайшее время вы поймете, что вы это сделали зря. К сожалению, в этом случае, как говорится, инициатива наказуема. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами начинается уже растущая луна, мы уже чувствуем прилив энергии, поэтому сегодня достаточно благоприятный день и для физических, и для психологических нагрузок. Также сегодня хорошо проявлять, погружаться в работу, но помните о том, что сегодня нужно идти на компромисс. Если вы видите, что у вас от этого есть выгода, даже самое малейшее, соглашайтесь. Почему? Потому что когда вы сделали первый шаг, вы со временем увидите другие возможности для себя. Но ни в коем случае сегодня, 16 ноября, не проявляйте агрессию и мнительность. Почему? Потому что таким образом вы сами вернете вот эту агрессию, вот эту злость обратно в свою жизнь. И помните о том, что, как правило, это все возвращается в тот момент, когда человек больше всего на это не обращает внимания. Как мы уже сказали ранее, растущая у нас с вами луна начинает расти, и, соответственно, это обуславливает прилив сил. Поэтому занимайтесь работайте, будьте активнее, потому что если вы сегодня будете пассивны, если вы будете находиться в таком вот депрессивном состоянии, в соплях, в слезах, то это будет приводить к агрессии, это будет приводить к гневу, это будет приводить к каким-то скандалам, конфликтам и так далее. Не стоит этого делать. Также сегодня тот день, когда вы можете активно реализовывать те цели и задачи, которые вы поставили еще в начале недели, 13 ноября, в понедельник. На что еще стоит обратить внимание? Дело в том, что именно сегодня, в этот день, у некоторых будет создаваться такая иллюзия, такое ощущение, что все идет не так, как вам хотелось бы. Не обращайте на это внимания. У вас есть своя дорога, есть свой путь, вы сегодня что-то запланировали, вы видите это так и делаете. Другое дело, когда высшие силы не дают вам этого сделать. Ну, например, вы сегодня опоздали, у вас сегодня что-то поломалось, разбилось и так далее. Это вам подсказка о том, что нужно в этом случае быть немножечко осторожными. Также обращаем ваше внимание, у многих людей сегодня будет, знаете, предложен выбор между добром и злом, между черным и белым и так далее. И вот ваша задача выбрать вот правильное решение. Помните о том, что у каждого человека свое решение, это будет свое, и оно будет самое правильное, даже если оно будет черное. Бывает так, что есть обстоятельства, которые нас заставляют принимать решения не в свою пользу.
Но обращаем ваше внимание, в мире всегда есть баланс, и то, что сегодня вы выбрали не в свою пользу, не принесло вам того, чего вы желали, знаете, пройдет период времени, и вы поймете, что это даже и очень хорошо, потому что пройдет время, и вы увидите о том, что другой человек побежал за этим или выиграл это, да, или это, а получил совсем другой результат. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит тянуть негатив в свою сторону. Даже если вы чувствуете, хотите с кем-то ругаться, спорить, доказывать не стоит, потому что энергия идет с космоса, она идет созидательная, а если вы переступаете порог и идете на разрушение, на злость, на зависть, то знаете, ни к чему хорошему это не приведет. Также сегодня у людей будут достаточно часто меняться настроения. У одних людей не хватает телу для переработки энергии, которая идет с космоса, а другие уже сбалансированы. И, соответственно, это, конечно же, оказывает и влияние. Поэтому сохраняйте сегодня спокойствие, сохраняйте сегодня умиротворенность обязательно и избегайте, конечно, ссор и скандалов. И старайтесь не обращать внимания на провокации. Идут к вам со скандалами, со злостью, с обидами. Находите те слова, чтобы у человека не было вот этой злости, вот не было этой агрессии. Это очень важно. Да, над этим надо работать, но знаете, работая над этим, вы всегда сможете добиться большего. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, обращаем ваше внимание, что если вы сегодня направите все свои усилия на бизнес, на свою работу, на то, чем вы занимаетесь и то, что горит в ваших руках, то, знаете, это все окупится в самые короткие сроки. Главное, чтобы вы сами верили в себя и понимали, что да, это важно. Также сегодня хорошо заниматься спокойной работой, работой с информацией, с документами, с архивами. Вот какие-то такие дела, которые могут кардинально поменять вашу жизнь, вот сегодня в этот день не стоит заниматься. Лучше отложить на более благоприятный день. Что же касательно денег, вообще финансов, к сожалению, сегодня нужно быть очень внимательным и осторожным. То есть, знаете, Вселенная сегодня отправляет вас на проверку, то есть насколько вы падки на деньги, поэтому будьте осторожны. Кроме того, если вы работаете в торговле, в сфере услуг, то есть вы работаете кассиром, работаете в банке, и вы работаете именно с деньгами, да, вы занимаетесь пересчетом, пожалуйста, перепроверяйте деньги, в том числе на фальшивость, обращая на это ваше особое внимание. Сегодня такой день, когда, знаете, вот высшие силы перепроверяют, насколько вы усвоили уроки прошлого, обращая на это ваше внимание. А также сегодня возможны финансовые поступления, в том числе внезапные финансовые поступления, на которые вы не рассчитывали или даже о которых вы забыли. Все дела, которыми вы сегодня будете заниматься, они будут намного лучше осуществляться, реализовываться, делаться даже намного лучше, чем вы изначально думали. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо заниматься домашними делами, но желательно тихими, в спокойной обстановке. Постарайтесь в вечернее время отдохнуть в кругу семьи, если есть возможность и желание, погуляйте на природе, да, уже вечер намного короткий, да, уже и в 4, в полпятого в некоторых регионах, в 5 уже даже темно, поэтому постарайтесь сегодня уже в дневное время, хотя бы во время обеденного перерыва, пройтись по природе, подышать. Если у вас солнечная погода, это вообще замечательно. И также обращаем ваше внимание, что сегодня люди идут на контакт, но, знаете, люди хотят изливать свою душу, у людей какие-то внутренние проблемы, внутренние какие-то ситуации, конфликты, и люди вот пытаются излить свою душу, поэтому ваша задача осознавать и понимать, нужен ли вам вот этот поток информации или нет, обращаю на это ваше внимание. Что же касательно здоровья, то сегодня по лунному календарю, к сожалению, тяжелый
тяжелый день для организма. Болезни, которые могут начаться в этот день, могут стать хроническими или вызывать какие-то тяжелые осложнения. Также обращаем ваше особое внимание. Сегодня противопоказаны любые хирургические операции и медицинские процедуры. Но если у вас что-то срочное, то в таком случае, да, занимайтесь, делайте. Но если мы говорим о плановом, то постарайтесь все-таки не планировать на такой день. Что же касательно стрижки волос, то обращаем ваше внимание, что сегодня стрижка волос принесет вам радость, принесет вам удовольствие, а также покажет, возможно, вам какие-то новые возможности, которые могут быть в вашей жизни. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточный день хороший для торговли, для сферы услуг, для партнерства, также для ведения любых повседневных дел. При этом не только на работе, в бизнесе, но также и в доме. Также обращаем ваше внимание, что сегодня ни в коем случае нельзя рубить деревья, рвать цветы и другие растения с корнем. Также обращаем ваше внимание, кто-то скажет о том, что у нас уже снегом засыпало, а вы говорите о том, чтобы не рвать цветы и так далее. Обращаем ваше внимание, нас смотрят по всему миру, и в некоторых регионах сейчас все зелено, там круглогодично, поэтому там немножко другая ситуация. Поэтому смотрите, что в вашем регионе и как вы можете эту информацию использовать. Также обращаем ваше внимание, сегодня будьте внимательны и осторожны со своим руководством. То есть сегодня у руководства, знаете, летают в мечтах, летают в облаках, и даже сегодня ваше руководство может неправильно доносить до вас информацию. Поэтому есть какие-то планы, цели, пусть все будет в бумажном виде, в электронном виде, то есть потому что чтобы вы потом могли объяснить, почему вы начали реализовывать или осуществлять те или иные цели или задачи. Что же касательно смены места работы, то сегодняшний день не подходит. Сегодня тоже не стоит заниматься недвижимостью. Если вы риэлтор, самое простое, собирайте базу данных, общайтесь, возможно, предлагайте какие-то варианты, но вот чтобы сами сделки, сегодня не тот день. Обращаем на это ваше внимание. Что же касательно зачатия, сегодня прекрасный день для зачатия и для продолжения рода. Как мы уже говорили, умеренные физические нагрузки сегодня приветствуются. И сегодня постарайтесь этот день посвятить домашним делам. Опять же, если вы не уставшая или не уставший, и если у вас есть такое желание и вдохновение. Помните, когда вы себя с чем-то заставляете, это вам не во благо идет. Также сны, которые приснились в этот день, особенно если они у вас какие-то цветные, яркие, они, как правило, исполняются. Если вам приснилась какая-то опасность, это предупреждение вам, что вам на данном этапе нужно быть внимательным и осторожным. Друзья, теперь вернемся к карте от Архангела Михаила. Узнаем, как он дает советы и рекомендацию на этот день, 16 ноября. Итак, выпала карта, которая звучит следующим образом. Благоприятный исход или результат. То есть той ситуации, которая для вас сегодня важна, которая у вас на повестке дня, она разрешится. При этом разрешится честно и справедливо по отношению к тем людям, которые задействованы в той или иной ситуации. Поэтому, пожалуйста, не стоит что-то фантазировать, не стоит что-то придумывать, принимайте все как есть. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит бояться чего-либо, не стоит проявлять какую-то апатию, агрессию. Этого не стоит. Также забывайте об таком понятии, как сплетни и сплетничат. Говорят что-то в вашем окружении, молчите, просто слушайте ни да, ни нет, потому что вы таким образом уже энергетически цепляетесь, вас якорят, потому что вы уже сказали какие-то слова, и это не всегда может привести к хорошим последствиям. Обращаю на это ваше особое внимание. Также, если мы с вами говорим о работе, то в этот день к вам может поступить интересное предложение о работе. Обязательно сегодня изучите, обговорите в телефонном режиме, ну а само собеседование вы можете пройти в любой день. Также, если вы сегодня интересуетесь деньгами и не знаете, будут ли деньги, знайте,
Сегодня деньги приходят внепланово, они приходят достаточно, знаете, как бы неожиданно, поэтому вот так касательно этих моментов. Ну и молитва, которую мы рекомендуем вам, звучит следующим образом. Спасибо тебе за чудесное разрешение ситуации, которая удовлетворила всех. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что поддерживаешь мою веру и доверие. Обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну а сейчас, друзья, практика, которую мы рекомендуем вам сегодня провести. Она очень простая, но в то же время она очень эффективная. Сегодня в любое время говорите следующие слова. Это буквально 2 строчки, но эти строчки имеют очень энергетически важное значение именно в этот день, 16 ноября. И звучат, друзья, они следующим образом. Я привлекаю божественное изобилие, я магнит для достатка. Истина, да будет так. Также напишите в комментариях эти слова, чтобы именно запечатлеть, заякорить, для того, чтобы активировать, пожалуйста. Вот такой, друзья, день 16 ноября, у нас с вами четверг. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Подписываемся, ставим лайк. Ну а сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.